Всем привет, это канал Кэвровер, меня зовут Влад. Продолжаем двигаться по летней Москве. Чё там? Можно заходить. Территория Воробьёвы горы. Все сложно. Это дворец пионеров на Воробьёвых горах. Пройдемся. Такое ощущение, что корпуса вот как были, так и остались. Интересно, его реконструировали вообще или так? Там, по-моему, обсерватория. Сомневаюсь, что она действующая. Ну, вот, наверное, это было и в советское время тоже. Еще какой-то планетарий, наверное. Даже веб-сайт есть. Робот, как обычно, изображен. Ладно. Да, туча знатная. Игра хочет. А куда идет, не знаю. А доставать сейчас, смотреть, радар неохота. Мне главное сильно не уклоняться, чтобы так и выйти на Вернадку. 1936 год. Дата основания Дворца пионеров. От Дворца пионеров видно Российскую академию наук. Прикольно тут. Парк. Не знаю, как он называется. На карте Воробьёвы горы, но здесь все Воробьёвы горы. МГУ у нас справа. Если не ошибаюсь, Университетский проспект по курсу. А это справа проспект Вернадского. Мы движемся в сторону МКАДа. Продолжаем удаляться. Напоминаю, что вы смотрите пеший маршрут из серии от МКАДа до МКАДа. Маршруты поделены на части. В этой части я иду от Ленинского проспекта. Ну и насколько хватит сил. А иду я в направлении Яснева по умолчанию. А там как получится. Пока там красный светофор. Посмотрим, здесь некий мемориал. Заложен в октябре 2010 года. Здесь будет установлен памятник Симону Боливару, руководителю и идеологу борьбы за независимость народов Латинской Америки. О, как сильно! На испанском, что ли? Интересно, с этой стороны. С этой стороны ничего. Оригинально. Что-то вот знакомая сама фамилия, что-то где-то я относительно недавно даже читал. Хотя, наверное, сейчас скажут: темный, ты не знаешь Симона Боливара. Ну, в общем, не буду спорить. Наверное, надо знать. Это парк, как я уже говорил, 40-летие ВЛКСМ. Могу ошибиться. Но вот там есть штучка такая, указатель. Надеюсь, он не даст нам ошибиться. Я ничего не вижу у меня сейчас. Сейчас еще машина его закроет. Я посмотрю по карте. Парк действительно 40-летие ВЛКСМ. У меня тут мысля родилась. А не начать ли мне смещаться левее уже в сторону действительно Яснева. Тут тропинка такая. Правда, как же фастфуд на метро. Туда фастфуд, туда смещаться. Борьба. Все, надо преодолеть. Преодолел. Пошел по этой дорожке. Вот что значит давно в этих краях не был. Это театр Натальи Сац. Дальше же цирк у нас. Большой. Огромный. Ну точно. Я просто с этой стороны не подходил. Театр Натальи Сац. Он стоял там наверху. Да, верно, так и есть. А там дальше, по-моему, цирк. Или как? Или туда что-то я совсем плохой стал. Все штатно. Вернулся в реальность. Это же улица Николая Коперника. Правильно говорю?
Или неправильно? В общем, справа театр Натальи Сац, а дальше большой цирк московский. На метро Университет, который. Детский музыкальный театр, так остановка вот как раз называется. Справа уже здание цирка. Впереди Ломоносовский проспект. Оперативный простор. Дерево розовое. Пластиковая сакура какая-нибудь. Цирк, МГУ. Там здание второе. Не знаю, к чему относится. Может, торговый центр какой-то. Туда к метро. А мне туда не надо. Буду переходить в Ломоносовский. На той стороне какие-то есть едальни. Метро Университет там. Вон он. И движемся. Сейчас сначала тут, потом туда. И на ту сторону. Такое ощущение, что это еще одна туча. Третья. Окружили. Но пока даже капли не долетает. И грома не слышно. Но это ничего не означает, если по такой жаре ливанет, то будет не слабо. Ну, кстати, театр Армена Джигарханяна. Это Ленинская область. Там что-то опять масштабно роют, может метро какое-нибудь. Вроде БКЛ не здесь, большая кольцевая линия. А может еще что, сложно сказать. Ну, я пошел. Это Ленинский центр, а мне туда. Конечно, так издеваюсь. Иду как хочу. Стабилизатор-то у нее все-таки не всесильный. Ну да, я, наверное... Как это, учиться надо ходить? Недостаточно правильно хожу. Не успел. По Ломоносовскому дальше. Такая пыль в глаза лезет. Эти тучи рядом, которые висят, не знаю, сколько их тут. Я уже наелся этого пуха. Из-под них ветер дует во все стороны. Черемушкинский рынок. Справа. Его что-то закрывали, модернизировали. Клевые бистро. Прикольно. А, вот в этом ресторанчике я, кстати, как-то был. Да, на месте Интероптика это. Интересно, они где-нибудь так это типа в каком-то году образовано. Сейчас любят, когда сроки большие. Пойду и водички возьму. В Дикси, что ли? Где я буду? О, в Дикси зайду. Вот. Впереди улица Профсоюзная. И здесь метро Профсоюзная. И я поворачиваю направо в сторону области. Так, метро Новые Черемушки. Сейчас иду дальше.
кстати, еще один торговый центр новодельный, совсем недавно запущенный. И Чайхана тут номер 1. И все остальное. Вместе, наверное, с жилым комплексом пущен, скорее всего. Это между Черемушками. Ну, немного. Недалеко, совсем поодаль от Черемушек. Так, поднимаемся в горку. Еще чуть-чуть. И все, буду спускаться. Долго потом будет вниз. Впереди улица Наметкина. Сейчас будем переходить. И туда она тоже Наметкина. Вот, кстати, еще один совсем новенький район. Сложно сказать, жилой это комплекс или бизнес-центры какие-то. Наверное, жилой. Интересная архитектура, да? Мне нравится. Дальше я, наверное, не туда пойду, в сторону Калужской, а вот туда сейчас перейду. Ну, кстати, перейду, а уже с той стороны покажу, там домик один. Интересно будет. Ну, короче, перейду сейчас. Сейчас, секунду. Вначале перейду. Успел. Так, что-то я как-то... Это я уже на телефон снимаю. Поэтому тряска такая. Вот я там шел мимо этих новых торговых там центров. А вот, собственно, дом, при котором они... Он такой тощий. Оригинально, да? Такой он овалообразный в сечении. Да, ты хорошо сказал, овалообразный. Пошли по Наметкину, в общем. Я так думаю. У меня какая мысль появилась. Там на пересечении с Севастопольским отмахали недавно какой-то торговый центр. Надо как раз посмотреть, что такое вблизи. Так, мило. Ну ладно, закрыли же все-таки как-то. Хотя в потьмах, наверное, и не заметишь, но здесь потьмов в этом месте и не будет. Освещение будет работать, я думаю, все время, пока будет темно. А ночи сейчас совсем короткие. Сегодня какое число-то? 26 июня, по-моему. Да, 26 июня. Пятница. Пробки в области. Наверное, еще увидим, если у меня будут силы там добраться до этих точек. На той стороне кафешки, магазинчики, но они там достаточно, по-моему, давно. Правда, Вьет кафе, наверное, вьетнамское. Не помню, давно оно там, недавно. Ну, там я не был. В этом спортмастере я как-то был. Но давно тоже. Продолжаем движение. Но этот тротуар здорово расширенный, кстати говоря. Это уже такое, как сказать-то, Москва. Хоть и спальный район, но уже, как это, новый облик, в общем. Плитка, камень, светодиоды и так далее, и так далее. Вроде, кстати, телефон еще справляется. Не хотелось бы большую камеру доставать в спальном районе вечером. Может, придется, если нужно не будет тянуть. Темнеет-то сейчас, вообще-то говоря, медленно. Сколько сейчас времени-то? Ну, короче, много сейчас времени. Наверное, ближе к 10 уже. Сейчас без 20:10 вечера. Практически сейчас белая ночь. Тучки эти все разлетелись. Какая-то такая синева по горизонту есть, но мне кажется, что все, они куда-то их унесло. Или они сами рассеялись. Ну вот, что-то такое есть, висит. Так, вам там не навернуться. Я так иду, так на тучки смотрю. А это, кстати говоря,
Главное здание «Газпрома». Один из самых, по-моему, высоких небоскребов в Москве. Но он стоит так специфично, что это не видно. Ну и вокруг комплекс зданий, по-моему, тоже какое-то отношение имеет к «Газпрому». Так, вообще по-хорошему мне под ноги надо смотреть. О, да, молодец, я сейчас бы туда навернулся. Вроде мне зеленый. Ну, как я понял, у водителей мнение может отличаться. Да, нет? Можно переходить? Спасибо большое, что вы остановились на красный свет. Да, вот под ноги надо смотреть. Вроде люки закрыты, но я вообще на люк не надо наступать. Всякое случается. Да. Опять сплошные дырки. Не все люки закрыты еще. Подсветочка включается. Я не знаю, жилые ли это дома. Вообще к чему они относятся. По-моему, мне так кажется, они относятся вот как-то косвенно или прямо к «Газпрому». Может, гостиницы, может, офисы. Но это все «Газпром». Вот это вот вокруг. Часть зданий недавно появилась, часть очень давно. Вот эти вот давно достаточно стоят. Какое здание прикольное. Такое какое-то. Как это? Арка, не арка. Ладно, надо идти, а то сейчас эти газпромщики волноваться начнут, что я их проходной снимаю. А вот это, мне кажется, вот которое там наверху что-то светится, мне кажется, это еще строится. Судя по стандартному такому вот, ну, почти стандартному набору магазинчиков внизу, это, наверное, жилое все-таки здание. Какой-то комплекс жилых. Хотя там этих простыней на веревочках не видно. Я шучу, конечно, кто сейчас. Хотя, конечно, теоретически можно было бы повесить веревочки, там что-нибудь сушить. Так, продолжаем двигаться по улице Наметкина в сторону Севастопольского проспекта. То есть мы сейчас не идем в сторону МКАД. Но мы все больше смещаемся на траекторию движения в сторону Ясенева, на самом деле. Севастопольский проспект идет прямо к Ясеневу, прямиком. Вот такая заниженная тачка, старенькая. Вот такая вся. Такая раз такая. Направо уходит Херсонская улица. Она такая дугой там. Потом к Севастопольскому возвращается. А улица Наметкина превращается в улицу Каховка дальше. Фокус еще держится, интересно. Пока да. Уже на грани где-то фокусировка идет. Движемся туда. Немножечко назад посмотрим. Виды. И движемся дальше. Подсветку еще не включили. Такое испытание для возможности камеры телефона. Основной телефон у меня Mi Max 3. Xiaomi. Ну, Mi Max 3. Хорошая там камера, кстати говоря. Хотя он не молодой уже телефончик. Сколько ему, наверное, года полтора. Ну, Мизу точно слабее. Камера гораздо вспомогательнее у меня, который. Столько листвы везде, но я думаю, это из-за жары и ветра от этих туч. Скорее всего, подсохли чуть-чуть деревья, и сегодня какие-то тучки и ветра были, наверное, поздувало оттуда. Подсветочку, кстати, скоро включит. Телефончику полегче будет снимать, я думаю. О как! Как удачно я сказал-то, а?
Да, кстати, светодиодная. Вот эти вот газоразрядные, они поначалу раскочегариваются. Это щелк. Вот этот тумблером. И все. И все включилось. И о, как все нарядно стало. Есть на чем фокусироваться. И, собственно, в таких местах уже не темно. До утра будет. Обычный набор магазинчиков для спального района. И вот приближаемся к этому самому торговому центру, из-за которого я такой небольшой крючок делаю. Я мог бы по Херсонской улице, в принципе, немножечко срезать. Хотя, в принципе, один в один почти. Вон он там светится. Вот только-только его буквально построили, совсем недавно. Даже еще не все вывески подключили к освещению рекламные. Так, немного срежем тут. И вот там впереди подошли к Севастопольскому проспекту и поворачиваем направо в сторону области. И думаю, уже отклоняться не будем. А вот на той стороне, кстати, как раз антипод, можно сказать, по возрасту этому торговому центру. Магазин Бухарест советских времен еще. Конечно, он модернизировался как-то, но в целом это еще тот из советских. Как вот бывает там Прага. Кто у нас еще такие, какие еще есть? Эти Лейпциг. Такие вот. Итак, на Севастопольском нам направо. Поворачиваем. Немножко назад я сдал, сделал как фотку со стороны чуть-чуть. Это интересно тем, кто здесь давно живет и, может быть, не очень часто тут ходит. Будет тем, наверное, любопытно взглянуть. Для остальных, наверное, просто какой-то торговый центр очередной. Ну, просто там на той стороне был какой-то, даже не помню, что там было тоже. Чего-то было, я уже даже и не помню. Ну, не такое презентабельное. Я фотку этого торгового центра в семейный чат скинул. Мне напомнили, что строили его лет 6. Раньше был там какой-то торговый центр «Принц», но их как минимум 2, потому что есть «Принц Плаза» на Теплом Стане, большой торговый центр, он действует, а там, может, название похоже, может, одна какая-то контора. И да, вот точно, его строили долго. Может, не строили, может, какой-то долгострой был, а потом как-то раз, и он появился. Так бывает. Помните, я говорил про Херсонскую улицу? Она дугой, вот она сюда выходит. Фактически мы ее сейчас второй раз будем пересекать. Впереди круг. Направо улица Обручева. Налево Балаклавский проспект. А мы выйдем прямо. Севастопольский проспект идет далеко-далеко. Аж до Ясенева.
Туда, в ту сторону Калужская. Это я уже перешел этого Обручева. О, уже, по-моему, не фокусируется. Норм все. Показалось, все фокусируется. Сейчас перед переходом посмотрел на экран, сбросить с местоположения жене, чтобы не волновалась. И заметил, что у меня по наушникам, по этим сверхам муравей ползет. Я думаю, а сколько их таких по мне, интересно, ползает там, где я их не вижу. Вот я бандану обрабатывал сегодня, жилетку свою харлеевскую обрабатывал от клещей и всякие дряни. Гардекс, кстати говоря, обрабатываю сейчас я взял в Перекрестке. Или где-то еще там. Причем, нет, я в Спортмастере брал. Причем Гардекс такой хороший, который вот мощный, который можно только одежду обрабатывать. Что-то мне показалось-то. Да, включить. Вот, что еще? Красочи. И брюки обработал. Что-то наушники, что ли, обрабатывать? Или муравьям по бубну этот Гардекс? Пытаюсь понять, фокусируется? Нет, не фокусируется, все тип-топ. Наверное, там такая тряска будет заметно. Ну, я что-то как-то не хочу тут камеру доставать. Может, там подальше, когда в лесу пойду. Логично, да? Там в лесу можно. Но в лесу уже незаметно. Там Зюзинский лес, что ли, как это называется дальше? Ну, там относительное название такое лес. По-моему, через него дорожка есть. Сейчас посмотрим. Опять под горку. Под горку куда веселее. Вроде так идешь в горку, а все, уже надо на автобус закругляться. На потом продолжение переносить. От горки спускаешься, не, тип-топ, все, пошли дальше. Сказывается все-таки. Но без сундука я все-таки не хожу. Там и куртка на случай дождя, потому что, разминулся я сегодня с ними, а если бы не разминулся, мало бы не показалось. Короче, весь набор, какой я с собой таскаю. Плащ-палатка, лодка надувная, шучу. Только лодка. Шучу. Только плащ-палатка. Ладно, проехали. Проходим Роснефть. Вот, не знаю зачем, но вот бензин. 95-й фирменный, 50 рублей 50 копеек. Дистопливо 48,90. Зачем я это говорю? А вдруг кому интересно? По привычке, наверное, да? Здесь я когда-то заправлялся, конечно же. Но редко, правда. В основном я не тут заправлялся. На BP-шках и Лукойлах я чаще заправлялся. Там где-то, на профсоюзном. И в районе Ясень. Уже непосредственно. Сейчас мне это не актуально. Где, что, как, зачем, почему. Не, я, конечно, сочувствую водителям. Парковки там всякие, прочая требуха. Да. Прошел моечку автомобильную с кафешкой. Мойка — это мойка, все понятно. Не то, что детейлинг. Чтобы на детейлинг ехать, надо, чтобы тачка была. Не знаю, уж там хотя бы чего-то. Не Феррари, хотя бы Мерседес. Ладно, шучу. Можно и на БМВ. Там я тоже заправлялся когда-то.
Но тоже мало. В основном вот так, на двух, на Лукойле, на Профе, на профсоюзном, так, Профа. Мы говорим Профа, мы говорим Сивак, мы местные. Ладно, проехали. И BP. Ясеневе. Ладно, уже повторяюсь. Не знаю, что там. Без понятия. Дорожка, по-моему, там есть все-таки. По-моему, она вся такая. Да. Вот это я, кстати, понимаю. Вот нормально так. Понятно, что люди не только ездят на машинах. А ведь есть районы в Москве, кто смотрит в область пешком, я думаю, могли заметить, что не везде, отнюдь совсем не везде так. Ну, вдоль Севастопольского так. О, как тут. Классно. То есть не просто дорожка, она еще и широкая, она еще и на расстоянии от дороги. Сразу видно забота о пешеходах. О, по той стороне велобайкеры едут. То есть там дорожка тоже есть. Она, наверное, я смотрю, узенькая, но есть. Атас. Без комментариев. Справа метр. Прошел чуть не... Но не задел там. Ветерком так подуло. Рядом с локтем. Это трындец просто. Ведь не электроскутерист. Сейчас вроде на электроскутеристов как-то движуха пошла их взять под контроль. Уж вы простите, кто на электроскутере ездит. Но это, ребят, перебор. Потому что с теми скоростями на тротуарах... Я понимаю, что не все так. Ладно, замнем. Кто, я думаю, смотрит мои видюхи, знает мое мнение на эту тему. А ну какое мнение? Ну, мнение человека, который идет со скоростью максимум 6 км в час, мимо которого проносится человек на скутере со скоростью где-нибудь 30. Если в лучшем случае. Это нормально? Ну, вот этот велосипедист, конечно, не лучше. Ладно. Да, вот такая у меня. Вот такое у меня, вот такое нытье у меня. Вот, да. Я вот пешеход теперь, да. Вот пока ездил, там было это, подрезают, там что там. У меня там парковки, бензин, штрафы, что там еще у водителей-то. Ладно. Короче, шучу я, все. Замнем все это дело. Вышли на простор. Оперативно. Или просто простор. Вообще. Справа улица Бутлерова. Справа входим. Там какой-то, по-моему, автосалон, что ли. Не помню сейчас. И еще раз проходим улицу Бутлерова. Все, идем по Севастопольскому. Что там? Автосалон-то.
магазин. Был автосалон. Теперь Авторусь тут. Вот так. Интересно, Авторусь ведь еще на Коньково есть рядом. Стоп, я ничего не путаю. Да, на Коньково. Или не на Коньково? На Коньково. Теперь здесь разрослась контора. Я там тоже полно всего покупал. Там, по-моему, не помню. Шиномонтаж я делал. Ну, не только, не здесь, а вообще. Ремонты какие-то делал. Хороший контор, в принципе. Такой супермаркет. Автозапчасти, услуги. Тоже мне уже не актуально. Были там какие-то косяки незначительные, я помню. Так, ерунда. Рекламный щит с всякой информацией. Но сейчас не очень содержательно. Но вот именно на этот, кстати, помнится, выводилась и выводится всякая отдельная информация. Он, видимо, к какой-то системе информирования что ли подключен. Там иногда погода, иногда пробки даже вот в этом районе. То есть он такой какой-то именно автомобильным делам посвященный. Ветерок уже какой-то даже. По-моему, 11 сейчас, что ли. Уже какая-то прохлада появляется. Ну, для меня прохлада, может, для тех, кто привык к обычной, это, как сказать, у кого нормальная терморегуляция. Кому сейчас жарко, да, для этих не очень прохладный ветерок. Для этих. Для нормальных людей, короче. Вот домик, кстати. Совсем свеженький, его тут не было совсем недавно. Место классное, кстати. Парк с той стороны. Наверное, все-таки тучки. Потому что 11 или просто то, что фонари так слепят. Все-таки тучки. И ветерок этот. Потому что 26 июня в 11 часов вечера обычно светлее. Ну, если посмотреть назад... ну да, точно, он там видно даже подсвечивается именно снизу. С небоскребиков этих газпромовских тучи висят. Миклуха, Маклая, направо. Пересекаем, идем дальше. Успею, не успею. В ту сторону метро Беляева и 2 здоровенных торговых центра. Не успею. Ну, подожду. Вон один там светится. Там я тоже немерено раз был и ел. Сейчас почти туда не заглядываю, потому что как-то в пешем режиме они как-то не по пути, не кстати. Пар прет. Необычный для лета, кстати. Где-то это... Теплоцентраль. Нет, магистраль. Какую централь? Еще гонют ахинею какую-то. Тепломагистраль. Коллектор прорвало, наверное. Упс. Это нелинейности.
на земле. Движемся дальше. Впереди там на горке, на светофоре, улица Островитян. Инсталляция. Как тут? Чё, конь? А, ну да, Конькова, правильно. Конькова же, да? Конькова так Конькова. На той стороне какой-то техцентр, автотехцентр, который я ничего про него не могу сказать. Там какая-то заправка, но и про нее тоже ничего не могу сказать. По-моему, я на нее когда-то заезжал, но она была другой фирмы тогда. Что тут скажешь-то? Тут просто дорога. И все. И опять в горку. До Ясенева уже совсем близко. Направо под углом уходит улица Островитянова. Одно время в автобусах объявляли Островитино. А вот какой это был просто. Как же так можно было? И ее переходим. О, как это переключается наверху реклама. Хлопс. Что у меня на очках? Опять какая-то живность, что я посмотрю. И решил я с Островитянова дальше на автобусе. Ограничимся этим. Думаю, на этом можно закруглить. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, комментируйте. С вами был Кэлэ Ровер. И до встречи, пока.